Всем доброй ночи, с вами МШ. На дворе 7 сентября, 3 часа ночи. Усилием воли мы подняли себя и собираем вещи и отправляемся в сторону Дуги. Почему так рано? Ехать все-таки пару десятков километров, хоть и на велосипедах. В каждой поездке так получается, что есть какие-то свои самые удавшиеся стороны и самые неудавшиеся стороны. В прошлой нашей поездке самая неудавшаяся сторона – это была проблема с водой. Сейчас, наверное, самая неудавшаяся сторона – это то, как я качественно напоролся гвоздем буквально несколько часов назад, а так для вас в прошлом видео на гвоздь напоролся ногой. Когда я встал и когда я поднялся наверх, когда кровь прилила к ране, я просто джекпот своего глазами. Посмотрим, расходится, не расходится. Вроде рану продезинфицировал, пластырь наложил, посмотрим, как будет дальше. Но ощущения не из приятных. Так что это будет так называемый хромающий сталк на дугу. Радиолокационная станция «Дуга». Русский дятел. Один из символов Чернобыльской зоны отчуждения. Уникальное сооружение эпохи Холодной войны, привлекающее внимание как посетителей легальных экскурсий, так и нелегальных ходоков в зону. 26 тысяч тонн металла антенного комплекса, собранные в ажурную конструкцию высотой до 150 метров, поражают воображение своей изящностью и величием. Остатки оборудования коммуникационного центра говорят о невероятно сложном инженерном обеспечении объекта. А станция возвратно-наклонного зондирования ионосферы «Круг» внушает уважение уже одним своим названием. Я представлю вам небольшой цикл роликов, посвященный изучению объектов РЛС «Дуга». А начнем мы, как всегда, с истории объекта и его назначения. Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга» предназначена для обнаружения баллистических ракет на ранних этапах пуска. Дальность обнаружения составляет до 9000 километров. Комплекс как бы заглядывает за горизонт, откуда и происходит его название «Дуга». Такая высокая дальность обнаружения дает дополнительные минуты, жизненно необходимые для принятия ответных мер. Всего было построено 3 РЛС такого типа. Одна экспериментальная в Николаеве и 2 полноценных – Дуга-1 в районе Чернигова и Дуга-2 на Дальнем Востоке у Комсомольска-на-Амуре. Комплекс сооружений радиолокационной станции называется радиолокационный узел, сокращенно РЛУ. Состоит из передающего и принимающего комплексов, разнесенных друг от друга на несколько десятков километров, и сопутствующих военных городков для проживания персонала, обслуживающего эти комплексы. Принцип работы загоризонтной РЛС основан на эффекте отражения волн декаметрового диапазона от ионосферы Земли. Это верхняя часть атмосферы, находящаяся на высоте от 60 километров. Та самая, где возникает красивейшее северное сияние. Передающая антенна излучает радиосигнал на частотах от 3 до 18 МГц, который, отражаясь от ионосферы, делает скачок и проникает за линию горизонта. Отражаясь от летящего объекта, сигнал делает обратный скачок и попадает в принимающую антенну, обрабатывается в коммуникационном центре и выдается в командный пункт. Таким образом, выясняются параметры полета объектов и их координаты. К сожалению, загоризонтная радиолокация на том этапе развития техники себя не оправдала. Нестабильность состояния ионосферы, использование полярных широт для распространения сигнала, где эта нестабильность была еще выше, приводило к сильному ослаблению самого сигнала и большому количеству ложных срабатываний. Наиболее точно мог быть засечен только массовый запуск баллистических ракет. Помимо «Дуги» разрабатывались и ставились на боевое дежурство надгоризонтные РЛС типа «Днестр» и «Дарьял». Они были куда более точны, хоть и радиус действия их был меньше. Радиолокационная станция «Дарьял» – самый мощный в мире радар. На расстоянии 6000 километров, это как от Москвы до Байкала, он способен обнаружить в космосе любой объект размером с футбольный мяч. К тому же поджимал космос. Система спутникового наблюдения за стартами баллистических ракет «Ока» доказала право на жизнь, и ее ввод в систему раннего предупреждения о ракетном нападении предопределил судьбу РЛС типа «Дуга». А что же мы посетим с вами? Давайте разберемся. Комплекс, который будет рассмотрен в этом видео, называется Чернобыль-2. Это принимающая часть РЛУ «Дуга-1»,
Расположена она в Чернобыльской зоне отчуждения. Передающая часть находится в 57 километрах по прямой и называется Любич-1. Уникальность объекта состоит в том, что его антенное полотно единственное сохранившееся из всех РЛС подобного типа. Остальные уже демонтированы на металлолом. На видео вы как раз видите процесс сноса остатков антенного полотна опытного комплекса Дуга-Н. Отмашка на разработку Чернобыльского РУ была дана Центральным комитетом Коммунистической партии в сентябре 1969 года. К 1971 году разрабатывается эскизный проект, а уже в марте 1972 приступают к строительству объекта. 4 июля 1976 года первые импульсы улетят в эфир. И сразу же возникнут проблемы. Часть используемых частот перекрывала диапазон гражданской радиосвязи в Европе. Слышались такие помехи, как характерный стук. За это РЛС подобного типа и прозвали «русским дятлом». Сигнал был настолько мощным, что на Западе началась истерия. Некоторые считали, что это образец психотропного оружия, который изменит сознание людей. Видимо, отталкиваясь от этого, создатели игры Stalker назвали РЛС Дуга выжигателем мозгов. Другие считали, что русский дятел — это климатическое оружие, и скоро эти чертовы русские научатся вызывать землетрясения и ураганы. Но, к сожалению, это был всего лишь просчет. Дугу пришлось дорабатывать. Помимо исправления ошибки с частотами, был проведен большой комплекс мер по усовершенствованию алгоритмов по обнаружению ракет. Принятые меры должны были вывести РЛС подобного типа на новый уровень. Модернизации вначале должен был подвергнуться узел Дуга-1, а затем Дуга-2 в Комсомольске-на-Амуре. Сама же РЛС, хоть и не была поставлена на полноценное боевое дежурство, но работала круглосуточно. Полученная информация передавалась на командный пункт, проводились различные опыты и эксперименты. К началу 1986 года основные работы по модернизации были выполнены. Государственные испытания были запланированы на ноябрь. Но авария на Чернобыльской атомной нарушила эти планы. РЛС была остановлена почти сразу же, так как приточная вентиляция начала засасывать радиоактивный воздух. Прибывшая позже комиссия провела дозиметрическую разведку. Ее результаты для коммуникационного центра были оптимистичными. Фонили только подоконники и двери. Поэтому было принято решение о демонтаже нового оборудования и вывозе его в сторону Комсомольска-на-Амуре. До конца 1986 года эта операция была выполнена. Спустя год, в 1988 году, в связи с успешной работой спутниковой группировки системы ОКА, загоризонтная радиолокация была признана бесперспективной, а модернизация РЛС не имеющей смысла. На ниве сокращения численности войск ПВО было предложено снять объект с дежурства. Предложение было принято, и 14 ноября 1989 года загоризонтная РЛС Дуга в Комсомольске-на-Амуре была отключена. Чернобыльская Дуга была законсервирована, но с потерей интереса Министерства обороны к подобного рода объектам и последующим развалом СССР консервация перешла в стадию распиливания объекта. Несмотря на прошедшие года, на объекте и сейчас есть на что посмотреть. Я за время нахождения там отснял 1,5 часа видео, которые разобью на 3 серии. Сегодняшнее видео будет посвящено покорению вершины антенны. Во второй мы с вами погуляем по коммуникационному центру, а в третьей заглянем на станцию возвратно-наклонного зондирования ионосферы. К сожалению, ограниченное количество времени не позволит нам заглянуть в городок военных, но зато есть стимул вернуться сюда еще раз. Ну все, спасибо тебе, кухонька, за то, что ты нас приютила. Мы тебя чуть-чуть помыли, разложились, поспали. Теперь уходим. Вещи собраны, в путь. А сейчас вам покажу гвоздик, на который напоролся. Ну вот один из 2 поганцев, наверное, вот этот вот, на который я наступил. Следов кровяки нету, а жаль. Оп. Как тут механизм фокусировки работает. Вот так вот, будьте аккуратны. Не будьте такими, как я. Ладно, главное, чтобы ногу не отпилили. Мы выдвигаемся из Припяти, мы выдвигаемся в сторону Дуги.
Мы вынуждены все это дело делать ночью, потому что мы сейчас поедем по оживленной дороге, по той самой, по которой мы ехали с вами от КПП Детятки до Чернобыля и потом уже до Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому даже ночью, даже несмотря на то, что сейчас ночь субботы на воскресенье, возможен какой-то трафик. Так что поездка будет веселая, но на камеру там просто абсолютно нечего снимать, там будет темнота. Мы будем ехать по дороге, периодически, когда услышим гул работающего мотора, сваливать на обочину и пережидать машину на обочине. Такие вот дела. Так что, в принципе, следующие съемки есть смысл начинать либо в милиции, либо уже на дуге. Мы поехали. Пожелайте нам удачи. Ну вот и все, мы прощаемся с Припятью. Уезжаем по ночному городу. Уже чуть ближе в сторону выхода. Мы на подъезде к дуге. Впереди, в слабом предрассветном свете, уже видно антенное полотно, которое нам в скором времени предстоит заруфить. Нам повезло, и за весь 25-километровый путь мы не встретили ни одной машины. Только на выезде из Припяти, оглянувшись назад, я увидел, что метрах в 100 от нас кто-то светит фонарем. Разбираться, мои коллеги это или охрана таки решила поработать, мы не стали и оперативно укатили прочь. Еще по пути были встречены трое ребят, которые шли на третью очередь строительства ЧАЭС. Были некоторые колебания, стоит ли рисковать и идти на дугу или пойти с ребятами. Как видите, вариант поездки к дуге победил. Ну что ж, рассвет. Мы находимся у дуги. Бросили наши вещи в лесу, велосипеды, тяжелые рюкзаки, оставшись налегке. Сейчас первым делом попробуем заруфить дугу, пока охрана спит. А дальше уже попробуем изучить все остальное. Тут есть собаки наверняка и плюс усиленная охрана, по причине которой я уже говорил. Что у нас получится в результате, я не знаю. Будем надеяться, что все хорошо будет. Вы даже не представляете, насколько эта махина огромна. Такой лес металлический среди деревянного. Просто жесть. Ну вот, эта антенна, конечно, даже не вмещается в фокус моей камеры, потому что она мега эпична. Просто мега эпична. Конечно, потому что здесь валяется, и ежу понятно, что антенну ждет металлолом рано или поздно. Скорее всего, это блоки радиоэлектронного оборудования приемного, которое здесь было, скорее всего, вот в этом здании. Оно относится как раз к антенне. Здесь наверняка было огромное количество драгметаллов. Ну, как вы понимаете, ничего здесь уже нету. Остались только такие вот картриджи, если можно так выразиться. Мы пока идем к антенне. Мы попытались проникнуть к антеннам через здание, но немножко обломались. Здесь тупик, к сожалению. В общем, это огромная вентиляционная камера, вентстанция, я бы сказал бы. Значит, находится огромный вентилятор C470, какой-нибудь центробежный.
Производство 31 тысяча кубометров в час. Просто нереальные мощности. 17-киловаттный электродвигатель, 970 оборотов в минуту. Ну, в общем, скорее всего, это все нужно было для охлаждения электрооборудования, которое, естественно, нагревалось. Сейчас-то серверные охлаждают, а раньше охлаждали вот такие вот огромные приборы. Вон моя голова на фоне шкива. То есть можете представить себе вообще все величие этого оборудования здесь. Ребята, эта антенна просто поражает своей колоссалью. Я, конечно, видел много отчетов с похода на эту дугу, множество фотографий в сети, есть видео, бейсеры, прыгали, кто здесь только не был. Мы, конечно, идем в один из самых неудавшихся моментов вот из-за этого долбанного флага, но тем не менее, хоть сюда дошли, и это просто супер. Это уже, я даже, знаете, даже если сейчас уже запалить, я просто хоть вот здесь вот рядом постоял, я уже убедился воочию в ее мощи. Но, естественно, мы не остановимся на достигнутом и пойдем выше. Антенна состоит из двух частей. Одна пониже и покороче, другая повыше и подлиннее. Естественно, нам интересно, что повыше, и мы идем к ней мимо более низкой, попутно фоткая и высматривая охрану. Геометрическое изящество и размеры антенны поражали воображение. Тут не надо быть крутым фотографом, чтобы снять свой маленький шедевр. Каждая точка съемки по-своему уникальна. Симметрия перфекционизма в идеальных пропорциях. Инженерия и расчеты высшей категории, воплощенные в металле, захватывали дух и манили своей высотой. Невозможно оторваться от созерцания. Уходим в лесок и подходим к нашему объекту вожделения. Вот он как раз сквозь лес просматривается. Осталось найти лесенку. А вот и она. Прямо от земли начинается. Раздумий ноль. Серега предпочитает не рисковать и остается внизу. А двое шизанутых из России лезут наверх. Нас уже ничто не остановит. Но ведь хочется и слезть, и уйти незамеченными, а еще и сохранить видеосъемки. Пока лесок прикрывает, мы в относительной безопасности. Но он не бесконечен. Скоро мы поднимемся выше макушек и станем видны на всю ЧЗО. Это стремает, но не останавливает. До главной точки маршрута остается 140 метров вверх. Страхово от того, что мы, конечно, на таком адском виду. Вы даже не представляете. Единственная возможность хоть как-то укрыться — это вот лечь на площадку. Ну, в принципе, на этом-то и все. Ладно, меня
кажется, тоже не сгонит. Я долезу наверх. А вот что будет внизу, это совершенно, я думаю, другая история. Ползем наверх. А зато тут какая красота, ребята. Непередаваемая. Ну что, ребят, я наверху. Посмотрим окрестности. Ну что ж, ребята, у нас сам. Тачка едет. Просто звук. Видишь ее? Нет, не вижу, но слышу. Я их завет, она сейчас там вывода. Да нет. Камера это записывает. Ага. Я понял. Понять где. Засался. Вон она, тачка едет. Да. Видишь ее? 8 часов у них пересменка, скорее всего. Мы поздно пришли. Так что сейчас сказать? Подождем. Проехала машина внизу, но сами ее видели. И мы вот лежим на площадке и думаем, то ли это пересменка, то ли это просто заезд с целью ополнения. Здесь есть КПП, вроде как здесь какой-то охранный персонал, накат на дороге очень хороший. И, в общем, непонятно. И по иронии судьбы, чем выше, тем больше безопасности. Не просто потому, что чопом лень будет высоко лезть. Просто на большой высоте мы можем лечь на площадку, и нас снизу практически не видно. Чем мы ниже, соответственно, тем мы больше раскрываемся. И по площадке заодно тоже, когда ползешь, ты как на ладони виден. Поэтому сейчас вот лежим, прислушиваемся к звуку, там будет видно. Зная, какие мы победители по жизни, не удивлюсь, если мы полезем в тот момент, когда начнется снизу обход. Вот. И надеюсь, все-таки, что все закончится хорошо. Вообще устали. Со вчерашнего дня мы поспали 3 часа, потом 20 километров на велосипедах. Сейчас вот сюда наверх, вот эти 100 с лишним метров. Вроде не так и много, но с учетом, что постоянно бьет адреналин, постоянно на измене. Нормально. Я бы даже уже проголодался, честно скажу. Ну ладно, пока лежим, загораем. Да, я еще забыл сказать, наш напарник третий, Сергей, который спасал его, остался внизу, признался честно, что
боится лезть, ему тоже лучше не попадаться, поэтому он внизу. И вот сейчас очень обидно, что нет раций. Были бы рации, он бы нас координировал, насколько реально сейчас спуститься вниз. Может, только зря время здесь теряем лежа. В любом случае, планы у нас такие: спуститься вниз, переждать немножко до вечера и начать выход из ЧЗО. Было бы, конечно, очень круто использовать здесь все военные городки, которые рядом, ну, военный городок, все технические помещения обеспечения. Но ситуация непростая. Не в то время я поехал, но вперлось мне, и все-таки что-то я уже сделал. Каким-то видео в том числе вас порадовал, ну и сам кучу ощущений получил. И кто-то добавит и рентген. Конечно, посмотрю. Здесь можно до помрачения, чувствую, сидеть. Не, ни хрена нету. Ну вот такая вот она, низкочастотная антенна принимающего комплекса радиолокационной станции «Дуга». Конечно, не знаю, надо побывать самому. Будет возможность, сгоняйте на экскурсию, говорят, их сейчас водят. Как я, делать не надо, потому что, скорее всего, уедете в козелочке или в каком-нибудь другом транспортном средстве. Но, тем не менее, вот такой вот вид. Солнце встало высоко. Я думаю, что мы рванем сейчас вниз. Там еще внизу где-нибудь поползаем, что-нибудь посмотрим, а может все-таки отсидимся. Еще кое-что по пути вниз вам сниму, покажу. Мне тут одна вещь понравилась. Скорее всего, здесь были лифты. Птичка, ты кто? Что-то хищное? Ты уже пришла за нашими телами? Рано еще. Мы будем сопротивляться до последнего. Ладно, go вниз. Высота. Кстати, вдали виднеется производственный комплекс «Вектор». Вот там один из этих беленьких островочков. Ну, ярко, конечно же, да, во всей своей красе. Энергоблок там спрятался. Солнце уже высоко поднялось. 16-этажечки. Припять. Буквально ведь недавно мы там были. Несколько часов всего прошло. Мне стала интересна такая фишка. Мы слезли на один пролет вниз, и здесь заканчиваются центральные опорные колонны этой антенны. Ну, вот, собственно говоря, ее конец. Я стою у одной из такой же опорных колонн. И здесь виднеется дверка. У меня есть такое подозрение, что внутренности этой колонны, ну, понятно, что они полые, это все вижу ясно, они использовались как лифт. Ну, или для чего-нибудь, для подъема каких-нибудь грузов. Здесь есть ролик. Поэтому, в принципе, а чего бы не поднять что-нибудь было. Вряд ли они использовались для персонала, потому что, персоналу здесь особо делать нечего было. Антенна работала в постоянном режиме. Я, честно говоря, не знаю, если антенна только принимает сигнал, насколько здесь сильное излучение, но все равно я думаю, что полезного мало для здоровья было. А вот от передающих антенн точно куда подальше надо было сваливать. Отсюда передающая антенна находилась в районе 60 километров где-то по прямой. На данный момент она демонтирована и распилена, так что там ничего не осталось. Кстати, я смотрю, тут не душно. Остатков вентиляционных систем свалено в кучу. А дальше находится градирни. Градирни, видимо, для охлаждения воды. А вода нужна была для охлаждения оборудования. Потому что не только воздушное здесь было охлаждение, но и водяное, скорее всего. Каждая распорка помечена своим номером. Более чем уверен, что здесь все было под своими условными номерами, и по сборочным чертежам все это дело собирали. Каждая деталь, хоть она вроде и похожа на своих соседей, имела свой номер и должна была поместиться в своем нужном месте. Еще мне нравятся эти антенны волновода. То есть я так понимаю, что вот эта штука называется вибратором. Дальше я понес полный бред и при монтаже его выключил. Вот вам голая правда. Такая конструкция называется диполь Надененко. Сейчас пошляки Ютуба радостно начнут тереть руки.
Итак, диполь Надененко – это разновидность симметричного вибратора. Его главный плюс – это хорошая работа в широком диапазоне частот. Глубже в подробности вас не посвящаю, ибо слишком сложно. Кому интересно, сами нагуглите. Сигнал с нее снимался, подавался на вот такой вот волновод, а потом уже шел сюда, на антенну, видимо, вот к этим вот большому количеству таких вот проводов, волноводов. Где-то все это дело аккумулировалось и шло туда, в то здание, где сигнал усиливался и подвергался дешифровке. Напряжение нарастает. Мы пролет за пролетом потихоньку спускаемся вниз. Вот оттуда я сейчас увидел, как стая птиц порхнула и резко улетела в сторону. Вопрос: там кто-то есть или они просто играются, летают птички? Короче, мы 2 часа провели в положении лежа, я даже поспал, потому что я увидел человека, который шел там с другой стороны антенн. Такие вот дела. Сейчас мы созвонились с нашим напарником, с третьим. Он сказал, что внизу чисто. Рискуем, но идем вниз. Это жесть. Вообще спать на дуге — это отличная тема. Гоша говорит, что я даже храпел. Так, спуститься удалось. Теперь главное уйти. Просто уйти. Кстати, основание такое вот оно конусовидное. И там внутри полы. Все, ладно, валим. Несколько часов сна за пару суток, большие пешие велопереходы, постоянное чувство опасности и пробитая нога привели меня в не самый приглядный вид. Но все эти факторы не отбили желание изучить объект по максимуму. Мы слезли с антенного полотна и, упиваясь своим везением, отправились на изучение коммуникационного центра. Об этом и будет наш следующий ролик. Не забудьте подписаться на канал и рассказать обо мне друзьям. До встречи!